Привет, друзья! Ну и погодка стоит на улице. Недавно был в Чувашии, ну точнее за последние несколько лет своей жизни частенько был в Чувашии и влюбился там в одно национальное блюдо. Называется шертан. Шертан. Ну вот Анжелика вам за кадром подсказывает, как правильно произносится. В общем, что это из себя представляет? Это бараний желудок, который фаршируют потрохами, печень, легкие, сердце, небольшое количество мяса, жир, лавровый лист, перец, соль, чеснок. Получается просто бомбически вкусно. Достаточно долго запекается, но тем не менее результат потрясающий. И этим блюдом я хочу сегодня с вами поделиться. Нам понадобится небольшое количество мяса. Я сегодня буду использовать свинину, но можно использовать и баранину. И нарезаем ее мелкими кусочками. И такими же кусочками нарезаем сердце и сало. Срежу шкурку. Сало, конечно, можно заменить на курдюк. Главное добавить жира, чтобы начинка не получилась сухой. И сердце. И также важным ингредиентом для шертана является печень. Так как говяжья, свиная или даже баранья печень имеют достаточно резкий запах и практически полностью забивают собой весь остальной вкус, то мы будем использовать куриную. А также я добавлю куриные желудочки. Здесь все просто. Проверяем, что печень чистая. Нарезаем ее небольшими кусочками. С желудочками то же самое. Проверяем, чтобы не было ничего лишнего. И нарезаем небольшими кусочками. Отлично. Полдела сделано. Теперь нужно добавить аромата. Для этого будем использовать соль, перец, лавровый лист и немного чеснока. Нам понадобится примерно 4 зубчика. И мелко порубить. Хорошенько все посолить. Черный молотый перец. И 3 листика лаврового листа. Включаем руки и все хорошенько перемешать, чтобы соль, перец и чеснок равномерно распределились по всему мясу. И теперь самое главное, нам нужно фаршировать бараний желудок. Берем рубец. Его предварительно нужно хорошенько промыть. И начинаем начинять его начинкой. И так как набить желудок нужно достаточно плотно, как только мы подходим к максимуму его начинки, мы зашиваем лишние дырки, чтобы у нас ничего не вываливалось. Вот у меня здесь есть с одной стороны небольшая. И зашиваем. Ну просто красота. В таком состоянии его нужно оставить промариноваться, желательно часа на 4, а лучше на всю ночь. Мы за это время растопим тандыр, хорошенько его прогреем, и традиционный шертан запекают в дровяной печи. У нас ее нет, но есть тандыр. Отлично, тандыр прогрелся. Запекать буду на камне. Сверху положу пергамент и укладываем наш шертан. И оставляем его запекаться при температуре 140-150 градусов. Такому шертану, как у нас, нужно запекаться минимум 4 часа. Скорее всего, из-за того, что на улице зима и тандыр достаточно быстро остывает, мне придется его еще один раз дополнительно протопить. Если вы готовите летом, то это просто красота. Выставляем заслонки и ждем
нашего блюда. Ну что, друзья, наш шартан готов. Посмотрите, какой аппетитный. Я просто обожаю шартан, и мне уже не терпится его попробовать. Та серия, дорогие друзья, за вас. Обожаю.